Урок 1. Идеальное сочетание закусок. Анна, у меня есть пара энергетических батончиков и несколько нарезанных яблок. Звучит как идеальное сочетание, вам не кажется? Безусловно, Джон. Энергетические батончики отлично подходят для быстрого восстановления сил, а нарезанные яблоки придают освежающий и полезный вид. Это сбалансированная закуска. Я согласен. Энергетические батончики обеспечивают необходимое топливо, а яблоки– натуральную сладость и клетчатку. От этого выигрывают все. Кроме того, сочетание углеводов из энергетических батончиков и витаминов из яблок поможет вам зарядиться энергией и получить удовольствие. Это именно то, что мне нужно, чтобы забрать меня в полдень. Я считаю, что здоровый перекус помогает мне сосредоточиться и продуктивно работать. Умный перекус действительно может помочь сохранить уровень энергии и предотвратить дневной спад. Это очень важно для того, чтобы всегда быть в курсе дел. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Когда дело доходит до перекусов, важно принимать взвешенные решения. Какие еще закуски вы рекомендуете? Орехи, такие как миндаль или грецкие орехи, отличный вариант. Они содержат полезные жиры и белки, которые помогут вам оставаться сытыми и сытыми. Я учту это. Орехи удобно и легко носить с собой. Есть ли у вас другие предложения по перекусам? Греческий йогурт с ягодами– еще один питательный и вкусный вариант. Йогурт содержит белок, а ягоды– антиоксиданты. Звучит как вкусное сочетание. Я обязательно попробую. Приятно есть разнообразные закуски, чтобы было интересно. Безусловно, Джон. Ассортимент полезных закусок поможет вам не заскучать и удовлетворить ваши потребности в питании. Не могу не согласиться с этим. Разнообразие– ключ к правильному питанию. Спасибо, что поделились этими идеями для закусок, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я всегда рад поделиться идеями по питательным закускам. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам. Действительно, важно найти сытные и питательные закуски. Мы должны сделать правильный выбор закусок и сохранить заряд бодрости. Ура, Джон! Желаю вам приятных и сытных перекусов. Будьте здоровы и энергичны в течение дня. Спасибо, Анна. Ваши добрые пожелания очень много значат. Я постараюсь держать закуски под рукой и максимально использовать перерывы. Урок 2. Персонализированный подарок. Анна, вы думаете сделать персональный подарок? Я собирался сделать персонализированный фотоальбом на день рождения моей сестры. Это прекрасная идея, Джон. Персонализированные подарки продуманы и уникальны. Фотоальбом станет отличным способом запечатлеть особые воспоминания. Именно так. Я хочу создать что-то значимое, чем она сможет дорожить. Есть ли у вас предложения по созданию персонализированного фотоальбома? Одна из идей заключается в том, чтобы собрать фотографии, представляющие сентиментальную ценность, и расположить их в хронологическом порядке или по разным темам или событиям. Звучит как отличный подход. Я могу выбирать фотографии из разных вех и моментов, которыми поделилась моя сестра. Это сделает альбом более особенным. Вы также можете добавить подписи или краткое описание к фотографиям.
Это добавляет индивидуальности и помогает рассказать историю, стоящую за каждой фотографией. Мне нравится эта идея. Добавление субтитров сделает альбом более интересным и создаст контекст для воспоминаний, запечатленных на фотографиях. Другой вариант — добавить другие элементы, такие как рукописные заметки, рисунки или даже небольшие сувениры, чтобы сделать альбом еще более уникальным. Это фантастическое предложение. Добавление этих индивидуальных штрихов сделает альбом поистине уникальным и отразит связь, которую я разделяю со своей сестрой. Безусловно, Джон. Именно эти мелкие детали могут сыграть решающую роль и показать получателю, сколько внимания и любви было вложено в подарок. Не могу не согласиться с этим. Я хочу, чтобы этот подарок стал искренним выражением моей признательности моей сестре. Спасибо за ваш вклад, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Уверена, ваша сестра по достоинству оценит персонализированный фотоальбом и усилия, которые вы вложили в него. Я тоже на это надеюсь. Это подарок от всего сердца, и мне не терпится увидеть ее реакцию, когда она откроет его. Приступим к созданию значимых и персонализированных подарков. Ура, Джон! Я желаю вам всего наилучшего в создании фотоальбома. Пусть празднование дня рождения вашей сестры принесет радость и прекрасные воспоминания. Спасибо, Анна. Ваши добрые пожелания очень много значат. Я обязательно поделюсь результатом и расскажу, как ей понравился персонализированный подарок. Урок 3. Поиск своего стиля. Анна, я подумываю обновить свой гардероб. Я хочу посмотреть, что мне больше подходит. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску моего индивидуального стиля? Отличная идея, Джон. Примерив разные стили и поэкспериментировав с разными образами, вы сможете понять, что вам нравится. Я согласен. Я чувствую, что пришло время перемен и изучить разные варианты моды. С чего вы предлагаете мне начать? Хорошая отправная точка — почерпнуть вдохновение. Просматривайте модные журналы, просматривайте модные интернет-сайты или даже создайте доску Pinterest с понравившимися вам образами. В этом есть смысл. Я начну собирать изображения и идеи, чтобы лучше понять, какие стили мне нравятся. Это поможет сузить выбор. Как только у вас появится вдохновение, пора отправляться за покупками. Посетите разные магазины и примерьте одежду разных стилей и фасонов, чтобы узнать, что подходит вашему типу телосложения. Примерка разных стилей звучит как увлекательный и интерактивный способ найти то, что мне больше всего подходит. Мне не терпится увидеть, как на мне выглядит разная одежда. Это может быть весело и открыть глаза, Джон. Не забывайте проявлять непредвзятость и быть готовым выйти из зоны комфорта. Я готова попробовать что-то новое и выйти из зоны модного комфорта. Я хочу найти стиль, отражающий мою индивидуальность и вселяющий уверенность в себе. Таков дух, Джон. Когда дело касается индивидуального стиля, главное — уверенность в себе. Когда вы чувствуете себя хорошо в своей одежде, она сияет сквозь призму. Именно так. Я считаю, что когда вы чувствуете себя комфортно и уверенно в своей одежде, это положительно влияет на ваше общее поведение и на то, как вас воспринимают окружающие. Безусловно, Джон. Ваш личный стиль — это выражение того, кто вы есть. Это мощный инструмент для самовыражения и самовыражения.
Мне не терпится отправиться в это модное путешествие и открыть для себя свой собственный стиль. Спасибо за рекомендации и поддержку, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Уверен, вы найдете стиль, который вам идеально подходит. Давайте найдем свою модную индивидуальность. Приветствую вас, Анна. Я буду держать вас в курсе моих исследований моды и новых стилей, которые я открываю для себя. Спасибо за вашу поддержку. Урок 4. Подготовка к отцовству. Анна, моя жена и я ждем ребенка. Мы начинаем готовиться к материнству. Я вижу, мы определенно можем организовать для вас детскую кроватку. Есть ли другие пожелания или предложения? Поздравляю, Джон. Это прекрасная новость. Детская кроватка действительно незаменима. Вы тоже думали о приобретении пеленального столика? Спасибо, Анна. Пеленальный столик кажется практичным дополнением к детской комнате. Так будет удобнее менять подгузники. Я добавлю его в список. Еще один предмет, который вы, возможно, захотите рассмотреть, это удобное кресло-качалка или планер. Это может быть успокаивающее место для кормления и общения с ребенком. Отличное предложение, Анна. Кресло-качалка или планер создадут уютную атмосферу для особых моментов с нашим малышом. Кроме того, не забывайте о защите дома от детей. Важными шагами являются установка защитных ограждений, защита мебели и закрытие электрических розеток. Ты права, Анна. Безопасность – это главный приоритет. Защита дома от детей обеспечит нам душевное спокойствие и безопасную среду для прогулок нашего ребенка. Также неплохо иметь радионяню. Это позволяет вам следить за ребенком, даже когда вы находитесь в другой комнате. Это определенно есть в нашем списке, Анна. Радионяня поможет нам контролировать сон ребенка и следить за его благополучием даже на расстоянии. Наконец, подумайте о том, чтобы запастись предметами первой необходимости для ребенка, такими как подгузники, салфетки и детская одежда. Полезно иметь наготове запасы на такие первые дни. Безусловно, Анна. Наличие запасов детских принадлежностей избавит нас от необходимости бежать в магазин в последнюю минуту. Все дело в том, чтобы подготовиться. Похоже, ты на верном пути, Джон. Родительство – это увлекательное путешествие, и если вы подготовитесь, вы сможете сделать этот переход более гладким. Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к новой главе в нашей жизни. Спасибо за ваши предложения и рекомендации, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рад помочь. Родительство – это прекрасный и полезный опыт. Желаю вам и вашей жене всего наилучшего в этом путешествии. Спасибо, Анна. Ваши добрые пожелания очень много значат. Мы обязательно будем держать вас в курсе наших приготовлений и появления нашего маленького пучка радости. Урок 5. Оценка вариантов. Анна, я изучила предложения по новому проекту, и да, я это сделала. В целом они кажутся приемлемыми, но у меня есть несколько опасений. Приятно это слышать, Джон. Прежде чем принимать решение, важно тщательно оценить варианты и решить любые проблемы. Каковы ваши конкретные проблемы? Одна из проблем связана с графиком.
Мне кажется, что предложенный график слишком амбициозен, и это может оказать ненужное давление на команду. Это серьезная проблема, Джон. Очень важно установить реалистичные ожидания и дать команде достаточно времени для выполнения высококачественной работы. Именно так. Поспешное выполнение проекта может снизить качество и привести к ошибкам. Думаю, важно довести эту озабоченность до сведения заинтересованных сторон. Общение играет ключевую роль в подобных ситуациях. Выразите свои опасения заинтересованным сторонам и предложите более приемлемый график, позволяющий провести тщательную работу. Я обязательно это сделаю, Анна. Очень важно вести открытую и честную коммуникацию, чтобы все были в курсе и понимали потенциальные риски. Еще одна проблема, которую я заметил, связана с бюджетом. Нашли ли вы предложения, превышающие выделенный бюджет? Да, это еще один повод для беспокойства. Некоторые предложения действительно превышают бюджет, и я думаю, что очень важно найти баланс между стоимостью и качеством. Важно оценить ценности и результаты каждого предложения и сопоставить их с бюджетом. Иногда чуть более высокая стоимость может привести к лучшим результатам. Это хорошая перспектива, Анна. При принятии решений о бюджете нам необходимо учитывать долгосрочные выгоды и окупаемость инвестиций. Безусловно, Джон. Речь идет о том, чтобы найти правильный баланс и обеспечить соответствие выбранного предложения целям и задачам проекта. Наконец, меня беспокоит распределение ресурсов. Некоторые предложения требуют больше ресурсов, чем другие, и нам необходимо обеспечить необходимый потенциал. Распределение ресурсов является важнейшим аспектом, который следует учитывать. Оцените наличие ресурсов и оцените, соответствуют ли предлагаемые проекты возможностям команды. Я тщательно оценю потребности в ресурсах и обсужу их с командой. Важно обеспечить успешную реализацию проекта. Похоже, ты применяешь тщательный и вдумчивый подход, Джон. Решение этих проблем поможет снизить риски и повысить шансы на успех проекта. Спасибо, Анна. Ваша поддержка и идеи очень ценны. Я буду работать над решением этих проблем и поиском наилучшего решения для проекта. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Не забывайте эффективно сообщать о своих проблемах и работать над решением, которое пойдет на пользу проекту и команде. Я буду помнить об этом, Анна. Еще раз благодарю вас за рекомендации. Я буду держать вас в курсе прогресса и любых событий, связанных с проектом. Урок 6. Удовольствие от домашней пиццы. Анна, я хочу съесть домашнюю пиццу. Приготовление пиццы с нуля– отличный способ весело провести время и насладиться вкусной едой. Не могу не согласиться, Джон. Домашняя пицца позволяет персонализировать начинку и приготовить пиццу, идеально соответствующую вашему вкусу. Какие начинки вы имеете в виду? Я думаю о классической пицце маргарита со свежими помидорами, базиликом и сыром моцарелла. Просто, но вкусно. А как же ты, Анна? Звучит очень вкусно, Джон. Я предпочитаю сочетание грибов, лука, болгарского перца и острого пепперони. Мне нравится немного побаловать себя пиццей. Отличный выбор,
Анна. Давайте начнем с приготовления теста для пиццы. Нам понадобится мука, дрожжи, вода, оливковое масло и щепотка соли. Я приготовлю ингредиенты, пока вы будете готовить тесто. Не забудьте дать ему подняться около часа, чтобы получилась легкая и пушистая корочка. Безусловно, Анна. Когда дело доходит до теста для пиццы, главное – терпение. Пока оно поднимется, мы можем приготовить соус и собрать начинку. Для соуса нам понадобятся измельченные помидоры, чеснок, орегано и немного оливкового масла. Всегда приятно есть домашний соус. Полностью согласна, Анна. Домашний соус придает пицце свежий и аутентичный вкус. Теперь давайте нарежем начинку и разогреем духовку. Пока вы измельчаете начинку, я разогрею духовку до максимальной температуры. В горячей духовке пицца будет хрустящей и идеально приготовленной. Все отлично сочетается, Анна. Пришло время раскатать тесто и приготовить пиццу с соусом, сыром и начинками. Не забудьте посыпать тертым пармезаном и немного оливкового масла. Это добавит последний штрих вкуса и насыщенности. Верно, Анна. Теперь мы положим пиццу на разогретый камень для пиццы или противень и дадим ей запекаться примерно 10-15 минут. Аромат свежеиспеченной пиццы наполняет кухню, Джон. Мне не терпится попробовать наше творение. Пришло время насладиться домашней пиццей. Пицца вышла из духовки, Анна. Они выглядят потрясающе. Давайте разрежем их и покопаем. Домашняя пицца – это всегда удовольствие. Не могу не согласиться, Джон. Домашняя пицца – это дело любви, а вкус у нее просто непревзойденный. Давайте насладимся каждым кусочком наших восхитительных блюд. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении по приготовлению пиццы, Анна. Это было увлекательное и вкусное занятие. Я рада, что мы решили приготовить пиццу с нуля. Добро пожаловать, Джон. Мне было приятно. Приготовление домашней пиццы – это всегда отличный способ сблизиться и насладиться вкусной едой. Впереди еще много вечеров с пиццей. Приветствую вас, Анна. Я с нетерпением жду новых вечеров пиццы и кулинарных приключений вместе с вами. Давайте продолжим исследовать мир домашних деликатесов. Урок 7. Процедура стирки. Анна, как часто вы стираете белье? Ты обычно делаешь это раз в неделю или около того? Хороший вопрос, Джон. Я стараюсь стирать белье раз в неделю, чтобы всегда держать себя в чистоте и чистоте. Как насчет тебя? У меня почти тот же график, Анна. Мне, кажется, тоже хорошо стирать раз в неделю. Это позволяет держать вещи в порядке и предотвращает скопление грязной одежды. Согласен, Джон. Важно составить распорядок дня, который подходит вам и соответствует вашему образу жизни. Последовательность стирки помогает поддерживать чистоту и порядок. Безусловно, Анна. Кроме того, регулярная стирка также гарантирует, что у меня будет достаточно чистой одежды для работы и других занятий. Все дело в том, чтобы подготовиться. Это хорошее замечание, Джон. Всегда лучше иметь под рукой чистую одежду, а не ломать голову в последнюю минуту. Небольшое планирование имеет большое значение.
Определенно, Анна. Когда дело доходит до стирки, я считаю, что наличие системы помогает упростить процесс. Сортировка одежды по цвету и типу ткани упрощает эту задачу. Согласен, Джон. Сортировка одежды не только предотвращает потерю цвета, но и помогает выбрать правильные настройки стирки для разных тканей. Это экономит время. Именно так, Анна. Говоря о настройках стирки, я обязательно читаю этикетки по уходу за одеждой, чтобы определить подходящую температуру и цикл. Это хорошая привычка, Джон. Соблюдение инструкций по уходу гарантирует, что наша одежда останется в хорошем состоянии и прослужит дольше. Это небольшая, но важная деталь. Это действительно так, Анна. А когда дело доходит до сушки одежды, я предпочитаю по возможности использовать бельевую веревку или сушилку. Это экономит энергию и мягче воздействует на одежду. Я согласен с тобой, Джон. Сушка на воздухе– отличный вариант, особенно для деликатных вещей. Это помогает сохранить их форму и снижает риск усадки. Безусловно, Анна. Кроме того, свежий аромат высушенной на воздухе одежды является дополнительным бонусом. Это все равно, что привнести в дом немного отдыха на свежем воздухе. Это прекрасно, Джон. А теперь давайте не будем забывать о том, как складывать и упорядочивать чистую одежду. Я считаю, что если вы потратите несколько дополнительных минут на то, чтобы все сделать правильно, вы сэкономите время в долгосрочной Не могу не перспективе. согласиться, Анна. Аккуратно сложенная и организованная одежда позволяет легче найти то, что вам нужно, когда вы одеваетесь. Это маленький шаг к организованной жизни. Дело в мелочах, Джон. А регулярная стирка помогает поддерживать чистоту, порядок и, в конечном итоге, душевное спокойствие. Хорошо сказано, Анна. Создание удобного для вас режима стирки белья– это небольшая, но важная часть поддержания нормального состояния семьи. Это того стоит. Урок 8. Решение сложных вопросов. Я согласен. Есть ли у вас какие-либо советы по решению распространенных сложных вопросов, Анна? Безусловно, Джон. Столкнувшись со сложным вопросом, важно сохранять спокойствие и спокойствие. Найдите минутку, чтобы собраться с мыслями, прежде чем ответить. Отличное замечание, Анна. Лучше сделать паузу и собраться с идеями, чем торопиться с ответом. Сдержанность поможет вам дать вдумчивый ответ. Точно, Джон. Кроме того, важно внимательно выслушать вопрос и убедиться, что вы его полностью поняли. Не стесняйтесь обращаться за разъяснениями, если это необходимо. Не могу не согласиться, Анна. Иногда, прояснив вопрос, вы сможете лучше понять, что человек ищет в своем ответе. Безусловно, Джон. Еще один совет– разбивайте сложные вопросы на более мелкие части. Проанализируйте каждый компонент и решайте их один за другим, чтобы получить исчерпывающий ответ. Это разумный подход, Анна. Разбив вопрос, вы сможете рассмотреть каждый аспект по отдельности, что упростит формулирование четкого и краткого ответа. Да, Джон. И если вы не знаете ответа, важно быть честным. Вместо того, чтобы угадывать или предоставлять неверную информацию, лучше признать, что вы не уверены. Я полностью согласна, Анна. Честность– ключ к успеху.
Если у вас нет информации, лучше подтвердить это и предложить найти ответ позже. Это свидетельствует о честности. Безусловно, Джон. Кроме того, отвечая на сложные вопросы, постарайтесь привести примеры или доказательства, подтверждающие вашу точку зрения. Это повышает достоверность вашего ответа. Отличный совет, Анна. Подтверждение ответа примерами или доказательствами показывает, что вы глубоко обдумали этот вопрос и можете подтвердить свое мнение. Да, Джон. А в ситуациях, когда вам могут задать деликатный или противоречивый вопрос, важно сохранять уважительный тон и избегать защиты. Не могу не согласиться, Анна. Спокойное и уважительное реагирование даже в сложных ситуациях свидетельствует о зрелости и профессионализме. Это способствует конструктивному диалогу. Безусловно, Джон. Наконец, практикуйте активное слушание во время разговора. Обращайте внимание на слова, тон и язык тела говорящего, чтобы полностью понять вопрос. Это очень важный момент, Анна. Активное слушание позволяет вам понять нюансы вопроса и ответить на него соответствующим образом, что приведет к более содержательному и эффективному общению. Действительно, Джон. Воспользовавшись этими советами, мы сможем уверенно решать сложные вопросы и давать вдумчивые и всесторонние ответы. Я ценю эти ценные сведения, Анна. Эти советы, несомненно, помогут мне более эффективно решать сложные вопросы. Спасибо, что поделились своим опытом. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Помните, что практика ведет к совершенству, поэтому не стесняйтесь применять эти советы на практике. Со временем вы станете более опытными. Я обязательно учту это, Анна. Еще раз спасибо. Мне не терпится применить эти стратегии на практике и улучшить свои ответы на сложные вопросы. Урок 9. Начиная со следующей недели. Кажется, это справедливо. Когда вы можете начать? Я могу начать на следующей неделе. Тебе это удобно? Да, следующая неделя будет для меня удачной. Я позабочусь о том, чтобы все было готово к твоему приезду. Спасибо, Джон. Я ценю твою готовность. Я очень рад присоединиться к команде. Мы рады видеть вас на борту, Анна. Ваши навыки и опыт станут ценным дополнением к нашей команде. Рад это слышать, Джон. Мне не терпится внести свой вклад и оказать положительное влияние. Приятно это слышать, Анна. У нас есть несколько интересных проектов, и я уверена, что вы преуспеете в этой среде. Я готов принять вызов, Джон. Я уверен, что смогу справиться со всем, что попадется мне на пути. В этом и заключается дух, Анна. Позитивный настрой и желание учиться помогут вам далеко. Спасибо, Джон. Я благодарен за эту возможность и приложу все усилия. В этом я не сомневаюсь, Анна. Ваша преданность делу и энтузиазм достойны похвалы. Я ценю твое доверие, Джон. Я сделаю все возможное, чтобы превзойти ваши ожидания. Я верю в твои способности, Анна. Просто не забудьте обратиться за помощью, если она вам когда-нибудь понадобится. Мы здесь, чтобы поддержать вас.
Спасибо, Джон. При необходимости я без колебаний обращусь за советом. Командная работа необходима для успеха. Безусловно, Анна. Вместе мы сможем добиться многого. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами. Точно так же, Джон. Давайте воспользуемся этой возможностью по максимуму и создадим что-то замечательное. Не могу не согласиться, Анна. Добро пожаловать в команду и давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие. Спасибо, Джон. Я очень рад, что участвую в этом. Давайте изменим мир к лучшему и достигнем наших целей. Действительно, Анна. Я уверен, что с вашим приездом мы еще на один шаг приблизились к достижению новых высот. Урок 10. Диалог и понимание. Да, некоторые призывают к диалогу и взаимопониманию между всеми сторонами. Согласен, Джон. Во время конфликта крайне важно развивать открытое общение и искать точки соприкосновения. Безусловно, Анна. Когда люди собираются вместе, чтобы выслушать и понять точки зрения друг друга, это открывает путь к поиску мирных решений. Верно, Джон. Диалог позволяет нам разрушать барьеры и наводить мосты взаимопонимания. Очень важно подходить к этим разговорам с сочувствием и уважением, Анна. Опыт и мнение каждого важны. Не могу не согласиться, Джон. Признавая и оценивая различные точки зрения, мы можем создать атмосферу, способствующую диалогу. Действительно, Анна. Важно помнить, что диалог не означает согласие, но он помогает нам лучше понять и найти области взаимопонимания. Безусловно, Джон. Благодаря диалогу мы можем найти общие ценности и общие цели, которые могут объединить нас, несмотря на наши различия. Это верное замечание, Анна. Часто бывает так, что у нас больше общего, чем мы думаем. Диалог помогает нам раскрыть эти общие ценности. Да, Джон. Речь идет о том, чтобы найти друг в друге человечность и признать, что у всех нас есть надежды, страхи и стремления. Хорошо сказано, Анна. Когда мы подходим к разговору непредвзято и готовы учиться, мы можем преодолеть разногласия и укрепить взаимопонимание. И дело не только в разговорах, Джон. Не менее важно активно слушать других и проявлять искренний интерес к их мнению. Безусловно, Анна. Активное слушание позволяет нам понимать нюансы разных точек зрения и отвечать вдумчиво. Более того, мы должны стремиться к созданию безопасного и инклюзивного пространства, в котором каждому будет комфортно выражать свои мысли, не боясь осуждения. Полностью согласна, Анна. Уважительный и инклюзивный диалог побуждает людей делиться своим опытом и находить общие черты. Участвуя в диалоге, мы можем бросить вызов собственным предубеждениям и предвзятым представлениям, способствуя личностному росту и расширению взаимопонимания. Это очень важный аспект, Анна. Диалог помогает нам расширить кругозор и взглянуть на мир под другим углом. Точно, Джон. Благодаря открытым и честным беседам мы можем завоевать доверие, сочувствие и, в конечном итоге, создать более гармоничное общество. Я не могла бы сказать лучше, Анна.
Давайте продолжим выступать за диалог и понимание во взаимодействии с другими людьми. Безусловно, Джон. Вместе мы можем внести свой вклад в создание более сострадательного и взаимосвязанного мира. Я благодарна за эти содержательные беседы, Анна. Они напоминают нам о том, как диалог способствует взаимопониманию и гармонии. Я чувствую то же самое, Джон. Давайте продолжим диалог и будем поощрять других делать то же самое. Это шаг к светлому будущему. Действительно, Анна. Диалог — это мощный инструмент, который может привести нас к более мирному и инклюзивному миру. Давайте продолжим разговор. Урок 11. Оплата при отъезде. Оплату можно произвести на стойке регистрации при отъезде. Спасибо, что сообщили мне, Джон. Не могли бы вы уточнить, какие способы оплаты принимаются? Конечно, Анна. На стойке регистрации к оплате принимаются как наличные, так и основные кредитные карты. Это удобно. Обычно я предпочитаю использовать кредитную карту для транзакций. Взимается ли дополнительная плата за платежи по карте? Нет, Анна. Дополнительная плата за использование кредитной карты не взимается. Сумма, указанная в счете, представляет собой общую сумму, подлежащую уплате. Приятно это слышать. При оплате картой мне легче отслеживать свои расходы. Получу ли я квитанцию об оплате? Да, Анна. После оплаты сотрудники стойки регистрации предоставят вам подробную квитанцию о получении ваших записей. Отлично. Квитанция будет полезна для целей возмещения. Есть ли какие-либо конкретные инструкции, которым я должен следовать при оплате? При отъезде просто сообщите администратору, что хотите оплатить счет. Они проведут вас через процесс оплаты. Понял, Джон. Я обязательно сообщу им об этом во время отъезда. Что делать, если у меня возникнут вопросы или расхождения по счету? Если у вас есть какие-либо вопросы или вы заметили какие-либо расхождения, пожалуйста, сообщите об этом администратору. Они помогут вам решить любые проблемы. Это обнадеживает. Приятно знать, что по любым вопросам, связанным с выставлением счетов, есть специальный контактный центр. Есть ли крайний срок для оплаты? Как правило, оплата должна быть произведена при отъезде, Анна. Лучше всего оплатить счет перед тем, как покинуть помещение. Понятно, Джон. При отъезде я позабочусь о том, чтобы произвести оплату в кратчайшие сроки. Спасибо, что предоставили всю необходимую информацию. Добро пожаловать, Анна. Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь во время вашего пребывания, не стесняйтесь обращаться к нам. Приятного времяпрепровождения здесь. Урок 12. Отъезд и прибытие. Это приятно слышать во время отъезда и прибытия. Вам было легко ориентироваться в аэропорту. Да, Джон. Знаки и указания в аэропорту были четкими, поэтому мне было легко сориентироваться. Приятно это знать. Были ли у вас проблемы с проверками безопасности или таможенными процедурами? Нет, все прошло гладко. Проверки безопасности были эффективными, а таможенный процесс был простым.
Это доставляет облегчение. Были ли у вас стыковочные рейсы или это был прямой рейс? Это был прямой рейс, Джон. Мне не нужно было беспокоиться о пересадках. Наверное, это сэкономило вам много времени и нервов. Как насчет процесса посадки? Он был организован. Да, процесс посадки был хорошо организован. Они следовали за зонами посадки, а персонал помогал пассажирам в сопровождении пассажиров. Приятно это слышать. Когда вы прибыли в пункт назначения, возникли ли у вас трудности с иммиграцией? Нет, иммиграционный процесс был эффективным. Офицеры были дружелюбны и быстро обработали документы. Это хорошая новость. После прохождения иммиграционного контроля вам пришлось долго ждать багажа. К счастью, мне не пришлось долго ждать. Багаж прибыл быстро, и я смог забрать его без проблем. Это удобно. Вы заранее организовали трансфер или нашли такси в аэропорту? Я заранее организовал транспорт, Джон. Было удобно, когда по прибытии меня ждал водитель. Это разумный выбор. Это экономит время и обеспечивает плавный переход к месту проживания. Как в целом прошло впечатление? В целом путешествие прошло гладко и без проблем, Джон. Процедуры и оборудование аэропорта принесли вам массу приятных впечатлений. Приятно это слышать. Путешествие без стресса задает позитивный тон всей вашей поездки. Я рад, что у вас все прошло хорошо. Спасибо, Джон. Это было действительно отличное начало моего путешествия. Я ценю ваши рекомендации и советы. Добро пожаловать, Анна. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вам нужна помощь во время вашего пребывания, не стесняйтесь обращаться к нам. Приятного времяпрепровождения в месте назначения. Урок 13. Фруктовое наслаждение. Возможно, мы могли бы приготовить салат из свежих фруктов с разнообразными красочными фруктами. Звучит очень вкусно, Джон. Какие фрукты вы предлагаете включить в рацион? Как насчет того, чтобы начать с сочного арбуза и сладкой клубники? Это отличный выбор. Давайте также добавим немного острого ананаса и освежающего киви. Отлично. Чтобы сбалансировать вкус, мы также можем добавить немного хрустящих зеленых яблок и сочного винограда. Мне нравится эта комбинация. Как насчет цитрусовых, таких как апельсины и грейпфруты, чтобы придать им пикантный вкус? Это отличная идея. Цитрусовые добавят салату освежающий и острый элемент. Я согласен. Мы также можем посыпать свежими листьями мяты, чтобы придать им нотку травяной свежести. Совершенно верно. Мята усилит общий аромат и придаст восхитительный вкус. Чтобы сделать его еще более заманчивым, мы можем сбрызнуть фруктовый салат легкой заправкой из меда и лайма. Это идеальный завершающий штрих. Заправка придаст салату нотку сладости и остроты. Не могу дождаться, когда смогу попробовать. Звучит как восхитительное и полезное лакомство. В самом деле,
Это отличный способ насладиться легким и освежающим десертом или закуской. Я рада, что нам пришла в голову эта фруктовая идея. Это простой и вкусный вариант для любого случая. Совершенно верно. Кроме того, это прекрасный способ включить в свой рацион разнообразные витамины и питательные вещества. Это правда. Мне не терпится насладиться этим красочным и питательным фруктовым салатом. Это будет фруктовое наслаждение. Давайте соберем ингредиенты и начнем готовить. Я в курсе, Джон. Давайте создадим прекрасный фруктовый салат, который, несомненно, станет хитом. С нетерпением жду этого, Анна. Давайте вместе насладимся нашим фруктовым творением. Урок 14. Стратегии внедрения. Теперь, когда мы рассмотрели основные аспекты, давайте сосредоточимся на реализации нашего плана. Безусловно, Джон. Пришло время воплотить наши стратегии в жизнь. С чего нам начать? Я предлагаю начать с постановки конкретных целей и составления графика выполнения каждой задачи. Неплохая идея. Четкие цели и сроки позволят нам сосредоточиться и мотивировать нас. Как только мы определим цели, давайте разобьем каждую задачу на более мелкие и выполнимые шаги. Разобрав эту проблему, мы избавимся от лишних хлопот и сохраним организованность на протяжении всего процесса. Именно так. Мы также должны распределять ресурсы и распределять обязанности для обеспечения эффективного исполнения. Согласовано. Распределяя роли, каждый будет знать, что ему нужно делать, и сможет внести эффективный вклад. Коммуникация будет иметь ключевое значение на этом этапе внедрения. Нам следует регулярно регистрироваться для обсуждения прогресса и решения любых проблем. Да, поддержание связи и оперативное решение любых вопросов поможет нам не сбиться с пути и внести необходимые коррективы. Кроме того, мы можем рассмотреть возможность использования технологий и автоматизации для оптимизации наших процессов. Отличное замечание, Джон. Технологии могут помочь нам работать более эффективно и сэкономить время. По мере продвижения вперед давайте будем отслеживать наши успехи и праздновать небольшие победы. Празднование важных событий повысит моральный дух и сохранит динамику наших усилий по внедрению. Совершенно верно. Наконец, давайте останемся гибкими и открытыми для обратной связи, внося коррективы по мере необходимости. Гибкость и адаптируемость будут иметь решающее значение для реагирования на меняющиеся обстоятельства и внесения улучшений. Я верю, что если мы будем следовать этим стратегиям, мы добьемся успеха в их реализации. Согласен, Джон. Я очень рад, что наши планы воплощаются в жизнь и достигаются желаемые результаты. Давайте сосредоточимся и будем стремиться к тому, чтобы это произошло. Я уверен в том, что мы сможем добиться успеха. Я тоже, Джон. Объединив усилия и преданность делу, мы сможем воплотить наши цели в реальность. Давайте начнем и воплотим все в жизнь. Я с нетерпением жду нашего прогресса. То же самое, Джон. Давайте сделаем все возможное и обеспечим успешное внедрение. Безусловно, Анна. Впереди плодотворное и полезное путешествие.
Урок 15. Основы продуктовых магазинов. Что в списке продуктов, Анна? Мне нужно забрать кое-что. Нам нужны хлеб, молоко, яйца и фрукты. Это самое необходимое. Хорошо, я обязательно куплю их. Есть ли какой-то определенный сорт хлеба, который вы предпочитаете? Цельнозерновый хлеб был бы отличным. Он полезнее для здоровья и содержит больше клетчатки. Отмечено. Я добавлю в список цельнозерновый хлеб. Как насчет молока? Какие-нибудь предпочтения? Подойдет обычное коровье молоко. Мы используем его для разных целей. Это коровье молоко. А яиц, стоит ли мне взять дюжину? Да, дюжины яиц должно быть достаточно. Мы можем использовать их для приготовления пищи и выпечки. Идеальный. Теперь давайте поговорим о фруктах. Какие из них вы бы хотели съесть? Давайте купим бананы, яблоки и апельсины. Они универсальны и питательны. Звучит неплохо. Я добавлю бананы, яблоки и апельсины в список покупок. Отлично. Есть ли что-то еще, что нам нужно в магазине? Сейчас я не могу думать ни о чем другом. Думаю, мы учли все самое необходимое. Хорошо, давайте обязательно возьмем все, что есть в списке. Спасибо, Джон. Добро пожаловать, Анна. Сейчас я пойду в магазин и скоро вернусь с продуктами. Осторожно, Джон, и не забудьте список. Увидимся, когда вернетесь. Не забуду. Скоро увидимся, Анна. Я скоро вернусь. Урок 16. Удовлетворение запросов. Анна, это здорово. Можете ли вы также предоставить гостям дополнительные подушки и одеяла? Конечно, Джон. Я обязательно позабочусь о дополнительных подушках и одеялах, чтобы обеспечить им комфорт. Спасибо, Анна. Для наших гостей важно создать гостеприимную и уютную атмосферу. Безусловно, Джон. Предоставление дополнительных удобств свидетельствует о нашем внимании к деталям и внимании к их потребностям. Наличие дополнительных подушек и одеял позволит нашим гостям персонализировать режим сна. Всегда приятно иметь варианты и учитывать индивидуальные предпочтения. Согласна, Анна. Некоторые предпочитают более прочные подушки, а другие – более мягкие. А некоторым ночью может быть холоднее, и они оценят дополнительное одеяло, чтобы согреться. Принимая во внимание эти предпочтения, мы можем улучшить общее впечатление от пребывания в отеле. Все дело в том, чтобы обеспечить комфортную и приятную атмосферу для наших гостей. Именно так, Анна. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя как дома и спокойно выспались. Помимо подушек и одеял, мы также должны позаботиться о том, чтобы кровати были чистыми и ухоженными. Чистота превыше всего, Анна. Свежее постельное белье и аккуратная спальная зона способствуют приятному отдыху.
Регулярная стирка и смена постельного белья необходимы для поддержания гигиены и комфорта. Мы также должны проверить наличие признаков износа и заменить поврежденные или изношенные предметы. Внимание к деталям имеет большое значение для создания положительного впечатления и удовлетворения наших гостей. Безусловно, Анна. Это мелочи, которые могут существенно повлиять на их общий опыт. Комфортное и уютное пространство оставит неизгладимое впечатление и побудет к повторным посещениям. А положительные рекомендации из уст в уста от довольных гостей могут помочь привлечь новых посетителей. Это беспроигрышная ситуация, Джон. Отдавая приоритет комфорту гостей, мы можем завоевать прочную репутацию нашего заведения. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Ваше внимание к деталям и преданность нашим гостям бесценны. Спасибо, Джон. Я считаю, что именно то, что мы делаем все возможное для наших гостей, это то, что отличает нас от других. Не могу не согласиться, Анна. Давайте продолжим превосходить ожидания и создавать незабываемые впечатления для наших гостей. Вместе мы позаботимся о том, чтобы каждый гость чувствовал себя желанным гостем и заботой во время своего пребывания. Я благодарна за то, что вы стали партнером в этом начинании, Анна. Ваша преданность делу поистине замечательна. Это чувство взаимно, Джон. Давайте поднимем тост за исключительное гостеприимство и положительное влияние на наших гостей. Приветствую вас, Анна. Вас ждут комфортабельные номера и счастливые гости. Ура, Джон! Пусть наши усилия создадут теплую и уютную атмосферу, которая заставит наших гостей возвращаться снова и снова. Я выпью его, Анна. Желаю вам отличного гостеприимства и еще многих довольных гостей в будущем. Урок 17. Сотрудничество и обзоры. Да, Анна, их вклад очень важен. Мы предоставим всем обзор, чтобы убедиться, что все согласны с этим. Безусловно, Джон. Предоставление обзора помогает определить контекст и дает каждому четкое представление о ситуации. Важно развивать сотрудничество и следить за тем, чтобы идеи и точки зрения каждого были услышаны. Сотрудничество способствует более эффективному принятию решений и позволяет нам использовать коллективные знания и опыт команды. Верно, Анна. Когда все будут информированы и вовлечены, вместе мы сможем добиться большего. Перед встречей мы должны собрать всю необходимую информацию и подготовить краткий обзор. Согласна, Анна. Тщательно подготовленный обзор поможет в обсуждении и позволит охватить все ключевые моменты. В общении важно быть ясным и лаконичным, чтобы каждый мог легко понять основные идеи. Безусловно, Анна. Нам следует избегать ненужного жаргона и использовать простой язык, чтобы сделать его доступным для всех. Наглядные пособия, такие как диаграммы или слайды, также могут помочь представить обзор и подкрепить наши тезисы. Визуальные представления могут улучшить понимание и сделать сложную информацию более усваиваемой. Во время встречи мы должны поощрять активное участие и приглашать всех поделиться своими мыслями и идеями.
Это очень важно, Анна. Каждый член команды предлагает уникальные идеи и точки зрения, которые могут способствовать обсуждению. Мы должны создать безопасную и инклюзивную среду, в которой каждому будет комфортно выражать свое мнение. Активное слушание также очень важно. Это проявление уважения к чужим точкам зрения и позволяет нам опираться на их идеи. Точно, Джон. Внимательно выслушав нас, мы сможем найти точки соприкосновения и найти решения, которые принесут пользу всей команде. После встречи важно обобщить основные обсуждаемые моменты и поделиться обзором со всеми. Краткое изложение ключевых выводов помогает дополнить информацию и дает каждому четкое представление. Кроме того, нам следует рассмотреть любые меры или последующие шаги, которые были определены в ходе встречи. Выполнение поставленных задач свидетельствует о нашей приверженности целям и прогрессу команды. И важно ответить на любые вопросы или опасения, которые могли возникнуть во время встречи или после нее. Безусловно, Джон. Своевременное предоставление ответов и разъяснений помогает поддерживать открытые каналы связи. Сотрудничество– это непрерывный процесс, и мы должны регулярно обновлять информацию и вовлекать команду по мере продвижения вперед. Информирование и вовлеченность всех позволяет нам вместе двигаться вперед к достижению наших общих целей. Я ценю твою приверженность эффективному сотрудничеству, Анна. Работа в команде– ключ к успеху. Спасибо, Джон. Я верю, что, работая вместе и оценивая вклад друг друга, мы сможем добиться больших успехов. Не могу не согласиться, Анна. Давайте продолжим создавать атмосферу сотрудничества и инклюзивности. Вместе мы можем добиться замечательных результатов и оказать положительное влияние. Я благодарна за то, что ты стала партнером в этом путешествии, Анна. Давайте продолжим сотрудничать и вдохновлять друг друга. Это чувство взаимно, Джон. Вперед к успешному сотрудничеству и еще многим продуктивным встречам. Приветствую вас, Анна. Пусть наша командная работа приблизит нас к достижению наших целей и создаст позитивную рабочую атмосферу. Ура, Джон! Давайте поднимем очки за сотрудничество и силу совместной работы. Я выпью его, Анна. Желаем эффективной командной работы и блестящего будущего. Урок 18. Любимые гостиничные сети. Есть ли у вас любимые гостиничные сети? Да, мне очень нравятся отели Мерерт. Они всегда предоставляют отличный сервис. Это приятно знать. Я буду иметь это в виду. Что вам нравится в отелях Мерерт? Я считаю, что их комнаты очень удобные и ухоженные. Персонал также дружелюбный и услужливый. Отлично. В следующий раз я обязательно подумаю о том, чтобы остановиться в отеле Мерерт. Какие другие гостиничные сети вы рекомендуете? Отели Hilton тоже неплохие. В них есть широкий спектр удобств, и их расположение обычно удобно. Я тоже слышал много хорошего о Хилтон. Я обязательно их проверю.
Есть ли конкретные отели Hilton, в которых вам понравилось останавливаться? Я прекрасно провел время в отеле Hilton Garden Inn в Нью-Йорке. Место идеально подходило для прогулок по городу. Спасибо за рекомендацию. Я добавлю это в свой список. Как вы думаете, стоит ли мне рассмотреть другие гостиничные сети? Если вы ищете роскошь, я бы порекомендовал отель The Ritz-Carlton. Их недвижимость известна своей элегантностью и первоклассным сервисом. Отель Ричарлтон звучит потрясающе. Я учту это в особых случаях. Какие сети недорогих отелей вы можете порекомендовать? Конечно, если вы путешествуете с ограниченным бюджетом, я бы посоветовал посетить Holiday Inn Express. Они предлагают комфортабельные номера по доступным ценам. Приятно это знать. Я обязательно поеду в Holiday Inn Express для своей следующей бюджетной поездки. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Не забудьте прочитать отзывы и сравнить цены, прежде чем принимать окончательное решение. Конечно, я обязательно проведу исследование. Еще раз спасибо, что поделились со мной своими любимыми гостиничными сетями. Совсем без проблем. Надеюсь, вы отлично проведете время во время будущих путешествий. Я благодарна за это. Береги себя и хорошего дня. Урок 19. Покупка рождественских украшений. Вы уже начали покупать рождественские украшения. Пока нет, но мне не терпится начать. Мне нравится декорировать к праздникам. Я тоже. Всегда приятно привносить этот праздничный дух в наши дома. Какие-нибудь конкретные украшения вы хотите купить? Я хочу купить красивую большую елку и красочные украшения, чтобы повесить на нее. Как насчет тебя? Я планирую украсить дерево и дом сказочными огнями. Думаю, они создают волшебную атмосферу. Я согласна. Сказочные огни действительно могут преобразить атмосферу. Вы предпочитаете белые огни или цветные? Мне нравятся оба варианта, но я думаю, что в этом году я выберу теплые белые огни. Они создают уютную и классическую атмосферу. Звучит прекрасно. Думаю, я выберу цветной свет, чтобы сделать его более ярким. А как насчет других украшений, таких как венки или чулки? Я определенно хочу купить венок для входной двери. Он добавляет приятной зелени и приветствует гостей. А чулки просто необходимы для камина. Абсолютно. Я тоже обязательно куплю чулки. Всегда интересно наполнить их маленькими подарками и вкусностями. Это правда. Это как небольшой сюрприз, ожидающий тебя рождественским утром. Есть ли конкретные магазины, которые вы планируете посетить за украшениями? Обычно я хожу на местный рождественский базар. У них есть широкий выбор украшений и уникальных предметов ручной работы. Звучит замечательно. Мне также нужно будет посетить рождественскую ярмарку в моем районе. Всегда приятно поддерживать местный бизнес. Определенно. Кроме того, на этих рынках вы можете найти действительно особенные и единственные в своем роде вещи. Это добавит индивидуальности вашим украшениям.
Я полностью согласен. Приятно иметь что-то уникальное, выделяющееся на фоне других. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску лучших предложений на рождественские украшения? Один совет – делайте покупки пораньше. Ближе к Рождеству цены, как правило, растут, поэтому лучше начинать делать покупки заранее. И следите за распродажами и скидками. Спасибо за совет. Я обязательно начну делать покупки пораньше и буду следить за этими предложениями. Всегда приятно сэкономить. Добро пожаловать! Надеюсь, вы найдете отличные украшения по хорошей цене. Рождество – такое волшебное время года. Это действительно так. Мне не терпится приступить к декорированию и погрузиться в атмосферу праздника. Спасибо, что поговорили со мной о рождественских украшениях. С удовольствием! Всегда интересно говорить о праздничных традициях. Прекрасно проведите время, декорируя, и желаю вам счастливого рождественского сезона. Спасибо. Тебе того же. Заранее счастливого Рождества.